Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович и добро пожаловать на обзор рынка на будущую неделю. И мы разберем S&P 500, золото и посмотрим на природный газ. Ну и конечно я расскажу вам о секретах, о фишках, тех, которые использую в своей торговле, да, в своем анализе. Итак, S&P 500, что мы здесь с вами видим? Да? Первый ключевой вопрос. Мы видим, что рынок продолжает коррекцию, да, после того, как цена достигла абсолютных новых максимумов, 2,915. Да, мы сейчас подходим к ключевой зоне. Вот если вы посмотрите, у нас два уровня рядом. Да, это ключевой месячный уровень, чуть ниже у нас дневной уровень RPI. И еще вот здесь уровень. То есть это вся зона, да, предыдущая зона сопротивления здесь. Зона здесь, да, после того, как эту всю зону пробили, цена пытается корректироваться, и сейчас мы видим, что рынок консолидируется, да, причем в течение уже суток, да, даже более, да, мы видим довольно длительную консолидацию. Теперь вопрос, как я здесь могу действовать. Знаешь, что в целом тренд бычий, да, давайте запишу одну очень важную вещь. Да, когда я смотрю на график, мне нужно получить подтверждение того, что и на коротком таймфрейме тренд тоже бычий. То есть нам нужно, чтобы локальный тренд, да, локальный тренд совпал с основным, да, если совсем просто говорить, основным, да. Локальный тренд совпал с основным. То есть локальный тренд у нас какой здесь? Давайте посмотрим. Какой у нас с вами локальный тренд? Порисуем. Да. Мы видим движение, да, затем коррекцию. Мы видим с вами движение, да, затем коррекцию. То есть рынок продолжает обновлять минимумы. Да, коррекция. Посмотрите, какие, да, хорошие, такие ровные движения. Движение, коррекция, движение, коррекция. То есть мы видим, что локальный тренд нисходящий. Если мы посмотрим в целом на картину, то мы видим, что тренд бычий. И вот эта импульсная одна целая волна, да, она является основной. И то, что мы наблюдаем здесь справа, это всего лишь коррекция. Причем она вот такая, да, можно сказать, ступенчатая, очень много внутри, да, микроволн. Как правило, коррекции сами по себе, когда формируются, они могут быть как цельными, да, когда у вас там одна какая-нибудь коррекция, как вот здесь. Бывают ступенчатые, вот как здесь мы видим. Раз, два, три, четыре. По большому счету мы имеем 4 движения вниз. Вот посмотрите сюда. Да, мы видим раз, два, три, 4. Это довольно много. Поэтому, зная, что цена у структуры, зная, что уже рынок сформировал довольно много коррекций вниз, ну, довольно много движений вниз, да, то есть это не целое даже движение, а вот состоящее из нескольких, то у меня один вариант, да, одна мысль в голове, которая подразумевает покупку, то есть локальный тренд, я хочу, чтобы совпал с основным. Теперь вопрос, как здесь войти, да? Что будет являться критерием слома, да, локального тренда, нисходящего в данной ситуации, и, возможно, формирование нового тренда. И вот здесь, если вы посмотрите, у нас есть два предыдущих максимума. Вот здесь предыдущая структура. Да, посмотрите, какая большая медвежья. Мы пробили тест. Поэтому, если на будущей неделе S&P 500 пробьет, закроется выше 2800, ну, грубо 2885, то я буду искать сигналы на покупку дальше с целью, да, первой целью у меня будет вот здесь на ретесте 2910. То есть если, то тогда я буду дальше, покупать. То есть очень важный момент, да, мы видим здесь максимум, мы видим здесь максимум, да, то есть более низкий максимум, более низкий максимум, более низкий минимум, минимум. То есть мы видим очень четко, что цена движется вниз. И вот эта зона является зоной подтверждения. Это очень важно, потому что рынок может дойти, грубо говоря, опять сюда, и потом опять обвалиться и продолжить делать новые минимумы. И вот здесь очень важно. Мы с трейдерами на той неделе смотрели на эту сделку. Я говорил трейдерам, что куплю и буду искать покупки, если цена пробьет этот максимум. То же самое, как сейчас. Но этого не случилось, хотя мы были близки и обвалились. То же самое здесь. Да, то есть очень важно ждать того подтверждения, да, которое ты изначально себе запланировал, которое входит, да, в твою систему, стратегию. Здесь очень важно, да, что рынок не должен, да, если он намерен идти дальше вниз, пробить, закрыться выше. Если он пробивает, окей, я вхожу, и для меня это новый тренд, да, локальный, в данном случае бычий, который идет в направлении основного, также бычьего восходящего. Мы здесь с вами видим, да, ключевой уровень RPI, да, это район 2800
27, да, ключевая зона, предыдущая поддержка, да, ключевая зона поддержки, теперь которая становится сопротивлением. Ну и для тех, кто не знает, что такое RPI, это индикатор, который рисует уровни, он является помощником, то есть он экономит время, да, ты сразу видишь здесь структуру, здесь структуру, здесь структуру. Это позволяет принимать решения быстрее и позволяет концентрироваться на сигналах, да, уже зная, где важные зоны. То есть это экономит в первую очередь время, да, и наше внимание. То есть мы можем смело сосредоточиться на других там паттернах, сигналах, комбинациях и так далее. Поэтому знаешь, что вот эта зона ценности, потому что мы здесь с вами видим вот этот минимум, мы видим вот этот максимум, да, предыдущий, мы видим основной уровень, то мы можем просто взять и их объединить, да, в один такой бокс-кластер. Поэтому если на будущей неделе природный газ скорректируется и протестирует 2800, там, пусть это будет 25, и сформирует сигнал на продажу, в этой ситуации меня интересуют такие сигналы, как, да, это сигналы из нашей стратегии торговли по свечным паттернам. Это разворотная вершина, это слабая вершина, СВ. Разворотная вершина и слабая вершина — это два основных сигнала, которые я использую для торговли в коррекциях, более глубоких коррекциях, да, потому что здесь, если цена скорректируется, это будет более глубокая коррекция. Здесь, допустим, сделка, которая у меня была, это сделка на пробой, без коррекции практически. Да, поэтому разворотная вершина, слабая вершина. Меня спрашивают часто, использую ли я там другие какие-то свечные паттерны, например, там, ну, известные, да, там, поглощения, пин-бары, там, инсайд-бары, еще какие-нибудь бары. Нет, я не использую, я не слежу за ними, они не имеют для меня никакого значения, но при этом это хороший качественный сигнал. Но я использую те паттерны, которые, во-первых, мне интереснее торговать, да, и те паттерны, которые я понимаю достаточно хорошо, потому что, в частности, разворотную вершину, слабую вершину мы обнаружили на своем проекте, да, когда много тестировали, открыли эти два паттерна, да, в частности, слабую вершину. И у нас еще есть сложная слабая вершина, но в принципе, очень-очень похож на обычную СВ, да, слабую вершину. Вот, поэтому эти паттерны мне как-то ближе, легче, интереснее торговать, и они одни из самых сильных и эффективных для входа на более глубоких коррекциях, как, допустим, вот здесь мы с вами видим потенциальный сигнал разворотной вершины. Да? Вот здесь у нас это разворотный сигнал. Да? Разворотная вершина, когда у нас есть импульсное движение и коррекция. Да? И здесь то же самое может быть, если, да, цена придет сюда, стоп-лоссы хорошо смотрятся за этой структурой, да, ну и цели на ретесте этой зоны. Золото мы видим, что долгое время находится в консолидации, да, никаких прорывов в ту или иную сторону нет. Мы знаем, что в целом, да, кондиции рынка медвежьи. И вот, возвращаясь то, о чем мы говорили по индексу S&P 500, да, совмещать локальный тренд с основным трендом. Вот здесь у нас локальный тренд, ну, на самом деле не очевидный, не определенный. Но мы видим вот в этой, да, вот в этих условиях неопределенности формацию, да, в виде симметричного треугольника. То есть, используя различные элементы технического анализа, такие как Фибоначчи, там, различные линии наклонные, которые формируют какую-то фигуру, какие-то паттерны свечного анализа, опережающие модели, там, Гартли, Сайфер, бабочки, мы придаем вот этому хаосу, вот этой вот неопределенности некий контекст, да, и если этот контекст вписывается в наши правила, в наши параметры входа, мы его торгуем, да, мы входим и устанавливаем определенным образом стоп-лосс, take-profit. Потому что поначалу, ну, может показаться, что здесь вообще просто какая-то чехарда, это действительно так, но, опять-таки, добавляя разные критерии, мы можем находить варианты на вход. И одним из таких вариантов на вход на будущей неделе будет закрытие ниже, да, границы 1189. Вот здесь можно выделить некий такой, да, треугольник в виде зоны неопределенности, потому что у нас есть граница симметричной фигуры, у нас есть минимум, да, и по факту это зона неопределенности. Поэтому если цена пробьет, закроется ниже этой зоны, скорректируется, это однозначно для меня sell с целью первой как минимум здесь, и следующая цель будет именно вот здесь, не здесь, а вот здесь. Да, это очень важно. Вот здесь. Здесь будет мой второй таргет, да, если цена пробьет. Есть еще один более интересный вариант. Здесь расстояние, посмотрите, между отметкой 1183 и отметкой, допустим, там 1190,
193, 192, ну где-то до 90 пунктов. Не сказать, что очень большое расстояние, поэтому одним из сценариев может быть просто, когда цена сюда дойдет, если дойдет, да, если пробьет, мы этого не знаем, то перевести просто позицию в ноль, да, потому что цель предыдущая достигнута, структура здесь, это важная зона, и дальше просто посмотреть, что будет делать рынок. Если он развернется, окей, никаких проблем. Да, если пойдет дальше, то можно заработать, ну, еще столько же, в 2 раза больше. Да, потому что здесь расстояние, ну, не такое большое, причем не всегда удается войти, да, там идеально, может быть, даже будет и вход чуть пониже, если пробьют, да, в направлении тренда. Посмотрим, удастся ли цене пробить 1189, если да, то хороший шанс здесь и, соответственно, здесь. Для тех, кто у нас торгует по системе опережающий трейдер, здесь одна из самых сильных моделей, это паттерн, который называется Cypher. Да? Он закончится как раз ближе вот к этой поддержке. Это контртрендовый вариант. Я не торгую паттерны, опережающие в этих условиях. Они хорошо работают, но цели take profit здесь очень короткие. Покупая здесь, take profit будет где-то вот в этой зоне. Это очень мало с точки зрения риска к прибыли. Да? Поэтому я торгую такие паттерны исключительно по тренду, да, исключительно в кондиции, когда есть тренд и есть хорошая коррекция. Но мы все с вами знаем, что причины, да, того, что у трейдеров не получается, возможно, у вас есть какие-то, да, сложности, состоит даже не сколько в том, чтобы там знать, да, или там уметь что-то, а в эффективном использовании этих умений, этих знаний, да, на свое благо, на то, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому если для вас основная цель, в первую очередь, сформировать мышление, да, которое вы привносите в свою торговлю, то успейте зарегистрироваться на программу трансформации. Ссылка находится под этим видео. И обязательно посмотрите видеоролики, которые есть на этой странице. Да, ссылка на страницу будет под этим видео. Там уже вышло 2 видео, ожидается 3-е видео. Это вводные занятия по программе, то есть которые готовят вас, да, в первую очередь психологически, к использованию всех паттернов технического анализа, в частности опережающих, графических и свечных паттернов, научившись управлять своими эмоциями, да, не надо их контролировать, они никуда не денутся, а именно управлять своими эмоциями, и зная параметры технические, где войти, где выйти, вы станете тем самым трейдером, который будет действительно делать деньги и получить от этого удовольствие. Поэтому обязательно проходите по ссылке к этому видео, регистрируйтесь, и мы сообщим вам все подробности обучения. Все, большое вам спасибо за внимание, всего доброго и до следующих видео. Пока-пока.